Друзья мои, всем здравствуйте! Рада приветствовать вас у себя в гостях. А кто впервые посетил мой канал, меня зовут Анна. Сегодня я к вам вот с такой шапочкой, с узором, который называется плоская коса. Все расчеты по шапочке я вам представлю на экране. В раппорте узора у нас 28 петель. Вот у нас раппорт узора. Раппорт узора состоит из двух полос, каждая из которых 14 петель. И в каждой полосе мы вывязываем вот такой интересный элемент. Посмотрите, красиво как смотрится. Это петли, перекрещенные с наклоном влево. И мы их как бы меняем вот так в шахматном порядке. Узор несложный, узор очень легкий. Дальше я вам покажу схему и будем с вами вместе вязать. Итак, высота шапочки. У меня шапочка по голове. Высота шапочки составляет 20,5 сантиметров. Здесь опять же вы можете вязать любую высоту шапочки в зависимости от того, какой вы ее хотите видеть. Хотите видеть ее высокой, вяжите еще дополнительно раппорт либо пол раппорта. Хотите видеть ее с удлиненной резиночкой, пожалуйста, вяжите резинку длиннее. Хотите видеть ее с отворотом, ну, естественно, тогда резиночку вы должны отвязать сантиметров 16, там 14, 16, 18, то есть в зависимости от того, какую высоту отворота вы хотите для себя. Так, вяжется очень быстро, узор очень легкий. Вот такая вот шапочка у меня получилась. Шапочка связана, скажем так, в подарок, поэтому, к сожалению, я не могу вам представить фотографии этой шапочки. Именно подруга у меня просила по голове. Так, ну я думаю, что чуть-чуть вот здесь вот макушечка будет совсем немножечко, но как бы вот так вот над макушкой выступать. Так, по пряже. Вязала я из пряжи Zara Plus. Это аналог Lanagata Maxi Soft. Метраж у нас в 50 граммах 75 метров. Стопроцентная лана. Так, производитель нам рекомендует спицы 4,5-5,5. Но, девочки, хочу отметить. Я вязала на спицах 3,5. Основное полотно и спицы номер 3 резинку. Почему? Посмотрите, полотно получилось более такое плотное, да, если вы видите. Вот, видно хорошо, прям невооруженным глазом. Сейчас я вам покажу шапочку, которую я вязала как пробный вариант на спицах номер 4. И вот посмотрите, как она сильно тянется. То есть она получилась менее плотной и так вот как бы очень сильно растягивается. Причем я, когда рассчитывала петли, я высчитывала аж 20%, минус 20% на растяжение. Но все равно вот такой вот эффект получился. И когда я ее постирала, она у меня немножко, где-то на 1,5 сантиметра вытянулась. То есть я для себя делаю вывод, что все-таки пряжа очень мягкая. Вот Zara Plus, ну, есть еще просто Zara, метраж чуть больше. Lanagata Maxi Soft, это тоже очень мягкая пряжа. То есть, когда вы вяжете, этого не чувствуется. Но когда вы постираете, она прям, когда вы опускаете воду, и она прям сразу становится очень-очень мягкой, такой и нежной. После того, как она высыхает, да, она опять приобретает такой немножко вот жестковатость свою. Но все-таки я для себя сделала вывод, что из этой пряжи нужно вязать спицами на размер меньше, чем заявлено производителем. По расходу на эту шапочку у меня ушло ровно 2 моточка. Вязала я спицами номер 3,5 основное полотно и спицы номер 3 резинка. Затем, когда я перешла на формирование макушки, я перешла на спицы номер 3,5 с леской 80 сантиметров и вязала методом Magic Loop. Если вам неудобно, вы можете брать чулочные спицы и вязать на чулочных спицах.
Ну вот такая шапочка. Есть еще у меня задумка связать к этой шапочке рукавички. Ну, там дальше я уже посмотрю. Ну вот, девочки, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И поехали вязать. На спице номер 3 с длиной лески 40 сантиметров я набираю 112 петель. И вяжу резиночку 1 на 1. Здесь смотрите сами по высоте резинки. Хотите ли вы покороче, либо подлиннее. Может быть, кто-то хочет с отворотом. Здесь это все как вам больше понравится. У меня небольшая резиночка высотой 5 сантиметров. Так, отвязали резинку. И затем переходим к вывязыванию нашего раппорта узора. Раппорт узора состоит у нас из 28 петель в ширину и 22 ряда в высоту. Мы с вами будем чередовать две полосы. Одна полоса и вторая полоса. В последнем ряду резинки переходим на спицы номер 3,5. Перешли. И следующий ряд у нас будет после резинки вспомогательный. То есть мы с вами должны сначала отвязать, посмотрите, у нас раппорт узора 28 петель, 12 лицевых, 2 изнаночных, 12 лицевых, 2 изнаночных. Вот это у нас раппорт узора. Итак, вяжите по кругу 12 лицевых, 2 изнаночных, 12 лицевых, 2 изнаночных и повторяйте. Раз, два, три. Еще 3 раза. То есть у нас с вами 4 раппорта узора. Отвязали. И переходим к вывязыванию основного узора. Вешаем маркер по основному узору. Как я уже сказала, раппорт узора у нас состоит из 28 петель. Здесь у нас будет 2 полосы. И основной узор, перекрещивание петель с наклоном влево, мы будем чередовать в шахматном порядке. Сначала в одной полосе, затем в другой полосе. Итак, приступаем. Первый ряд. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Затем перекрещиваем 2 петли с наклоном влево. Можете использовать дополнительные приспособления для кос, но так как 2 петли это не так много, поэтому я вяжу без этих специальных приспособлений. Каким образом? Смотрите, девочки, первую петлю снимаю, вторую провязываю, затем левой спицей подхватываю снятую петлю спереди, аккуратненько сзади переснимаю провязанную петлю, вот так, и провязываю ту, которую я пересняла. Все, у нас 2 петли перекрещенные с наклоном влево. Далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночных. 1, 2. Следующая полоса у нас состоит из 12 петель лицевых и 2 изнаночных. Здесь мы их провязываем просто лицевыми. 12 лицевых петель и 2 изнаночных. Все, раппорт узора мы отвязали. Повторяем еще 3 раза раппорт узора. Второй ряд узора. Итак, в первой полосе мы с вами делаем перекрещивание, провязываем уже 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Затем следующие 2 петли перекрещиваем с вами с наклоном влево. Первую я снимаю, вторую провязываю, на правую спицу спереди переснимаю первую и сзади переснимаю на левую спицу, и на правую спицу переснимаю сзади провязанную и провязываю петлю с левой спицы.
Итак, одно перекрещивание. Следующее перекрещивание делаем уже в этом ряду 2 перекрещивания. Первую петлю снимаю, вторую провязываю, левой спицей спереди подхватываю снятую, сзади правой переснимаю провязанную и провязываю петлю, которую мы пересняли. Все. Далее 4 лицевых. 1, 2, 3, 4, 2 изнаночных. Следующую полосу вяжем без изменений, то есть 12 лицевых петель и 2 изнаночных. Провязали первый раппорт узора и переходим к следующему раппорту. 4 лицевых, затем 2 раза перекрещиваем по 2 петли, петли с наклоном влево, 4 лицевых, 2 изнаночных. И во второй полосе полностью 12 лицевых и 2 изнаночных. И так вяжем до конца ряда. Третий ряд нашего узора. Провязываем 3 лицевых. 1, 2, 3. И далее перекрещиваем 3 раза по 2 петли. Первая пара. 2 петли провязываем. Вторая пара, перекрещиваем. И третья пара. То есть с каждым рядом у нас увеличивается количество провязанных петель с наклоном влево. В первом ряду у нас была одна пара, то есть 2 петли мы провязывали. Во втором ряду уже 2 пары, в третьем ряду 3 пары, в четвертом у нас будет уже 4 пары, и в пятом 5 пар, и в шестом ряду 6 пар. Здесь уже вы не должны ошибиться. Так, провязали по 2 вместе 3 раза с наклоном влево, и в конце 3 лицевых петли. Итак, 2 изнаночных. Следующую нашу полоску вяжем без изменений. 12 лицевых петель и 2 изнаночных. И так далее продолжаем до конца ряда. Четвертый ряд. В четвертом ряду провязываем 2 лицевых и затем перекрещиваем уже 4 пары по 2 петли. Итак, первая пара, перекрещиваем. Вторая пара. Третья пара из 2 петель. И четвертая пара. Все не так уж сложно. И 2 лицевых. 1, 2. 2 изнаночных. И следующую полосу из 12 петель вяжем без изменений и 2 изнаночные. И дальше продолжаем раппорт узора до конца ряда. Пятый ряд узора. Провязываем 1 лицевую. И далее, смотрите, вот, да, у нас уже получается вот такие вот перекрещивания. Очень красиво смотрится в узоре. И далее провязываем уже 5 раз по 2 петли с наклоном влево. Итак, первая пара, вторая пара, перекрестили, третья пара, четвертая пара, и пятая пара.
Все, и 1 лицевая, 2 изнаночных. Следующая полоса у нас вяжется без изменений, 12 лицевых петель плюс 2 изнаночных. И далее продолжаем раппорт узора до конца ряда. Шестой ряд раппорта узора. Шестой ряд у нас является как бы центральным. Посмотрите, девочки, да, шестой ряд. И мы в шестом ряду провязываем 6 пар петель по 2 петли с наклоном влево. То есть полностью весь ряд. Начинаем с самой первой петли. Провязываем первую пару петель, вторую пару с наклоном влево, третья пара, четвертая пара, пятая пара, и шестая пара. Все петли лицевые из этой полосы мы с вами провязали, 2 изнаночных. Следующая полоска вяжем без изменений, 12 лицевых петель, 2 изнаночные. Дальше повторяем до конца ряда. И вот то, что у нас с вами получается. Смотрите, как красиво ложатся петли у нас в узор. Седьмой ряд. С 7 ряда, 7 по 11 ряд мы будем убавлять количество провязанных петель попарно, да, с наклоном влево. Если мы с первого ряда увеличивали это количество, то сейчас мы их будем убавлять. Итак, 7 ряд. Первая петля лицевая, затем 5 пар петель по 2 петли мы провязываем вместе с наклоном влево. Раз пара, вторая пара, третья пара, четвертая пара с наклоном влево и пятая пара. И у нас остается 1 лицевая петля, ее провязываем в лицевой, 2 изнаночных. Следующая полоса без изменений, 12 лицевых, 2 изнаночных. И так до конца ряда повторяем раппорт узора. И дальше 7 вот мы провязали ряд, 8 ряд у вас будет уже 2 петли в начале и в конце, да, по центру вы будете провязывать уже 4 пары по 2 петли вместе с наклоном влево. В 9 ряду уже будет 3 пары, в 10 2 пары и в 11 1 пара. То есть вот наш раппорт узора, половинка раппорта узора закончится. То есть вот сейчас мы вяжем с вами 7 ряд, да, 1 лицевая в начале, 1 в конце. И количество петель у нас увеличивается. Вот у нас 11 ряд. С 12 ряда в первой полосе мы провязываем все петли лицевые по 22 ряд, а начинаем во второй полосе вывязывать точно такой же узор. Точно такой же. Я думаю, что схема не такая уж сложная. И мы с вами немножко провязали. Смысл вы поняли. И дальше вяжем самостоятельно. Итак, дальше вяжем. И встретимся уже с вами при закрытии петель макушки. Отвязала я высоту шапочки где-то 2,5 раппорта. То есть вот смотрите, у нас полный раппорт. Вот первая часть и вторая часть. Вот это у нас раппорт узора. Затем поехали дальше. Вяжем со второго раппорта
перекрещивание в первой полосе и перекрещивание во второй полосе. Но здесь мы останавливаемся с вами во второй полосе, останавливаемся на 17 ряду. Все, провязали 17 ряд, а дальше со следующего ряда мы уже начнем формировать макушку. Итак, каким образом мы будем формировать? Все очень легко. Мы будем провязывать с вами по 2 петли в каждой полосе вместе. В начале нашего лицевых петель с наклоном влево и в конце с наклоном вправо. И то же самое будем делать во второй полосе. И как раз довяжем с вами второй элемент, вернее элемент вот этих перекрещенных петель во второй полосе. И у нас с вами будет формироваться вот такая макушечка, как бы треугольничками. Итак, начинаем формировать макушку. Это у нас будет по схеме узора 18 ряд, так как нам нужно довязать вот этот элемент из перекрещенных петель. А по убавкам это будет первый ряд убавок. Убавлять мы будем с вами через ряд, чтобы у нас было плавное убавление, да, и плавный переход в макушечку. Итак, в первой полосе провязываем все петли, как они у нас лежат, то есть 12 лицевых петель, и провязываем изнаночные 2 петли вместе. То есть в первом ряду мы с вами будем убавлять только изнаночные петли. Итак, я разворачиваю, так как у меня бабушкиными петлями я вяжу, они лежат ко мне левой стеночкой, я их развернула, чтобы они лежали ко мне правой, и провязываю одной петлей. Все. Дальше следующий элемент во второй полосе мы вяжем по схеме 18 ряда, то есть 1 лицевая и затем 5 перекрещиваний по 2 петли с наклоном влево. Последнее перекрещивание, 5-е перекрещивание 2 петель с наклоном влево. И последнюю петлю провязываем лицевой. Следующие 2 изнаночные я разворачиваю правой к стеночке к себе и провязываю 2 вместе изнаночные. Все. И так дальше продолжаем до конца ряда. Первую полосу петли мы провязываем так, как они у нас лежат. Убавляем изнаночные петли, провязываем 2 вместе. Затем вяжем следующую полосу из раппорта по схеме узора, то есть 18 ряд. И так до конца ряда. Так, девочки, я поторопилась, не сказала, высота шапочки у меня до убавления 17 сантиметров получилось. Так, ну я как бы планирую шапочку по голове, но думаю, что все равно она будет чуть-чуть макушечка торчать, так как убавление я делаю в каждом втором ряду. Ну, посмотрим, сейчас свяжем и посмотрим, что получится. Так, следующий ряд. Первый ряд убавлений мы провязали, переходим ко второму ряду. Второй ряд убавлений вяжем без изменений. То есть мы, как я уже говорила, будем убавлять через ряд. Только мы с вами вяжем по схеме вот этот элемент из перекрещенных петель. Его мы вяжем по схеме. Итак, вот в первом ряду убавлений мы провязали 5 пар петель по 2 вместе с наклоном влево. Сейчас во втором ряду мы будем провязывать с вами уже 4 пары петель. Итак, первая полоса, все лицевые петли вяжем без изменений, все 12. Изнаночную петлю провязываем изнаночной. Все, мы в предыдущем ряду уже убавили. Из 2 у нас сейчас 1 осталась. И переходим к следующей полосе и вяжем по схеме узора. Это у нас 19 ряд. 2 лицевых, затем 4 пары перекрещивания петель с наклоном влево. 1,
2, 3, и 4 пара. 2 петли перекрещиваем с наклоном влево и 2 лицевых. Так, и последняя у нас в раппорте 1 изнаночная. Все, и так продолжаем до конца ряда. Дальше, девочки, я перехожу на спицы 3,5, но с леской 80 сантиметров, и буду вязать методом Magic Loop, потому как будут сейчас убавляться петли, и на леске 50 сантиметров это не очень будет удобно вязать. Итак, девочки, третий ряд нашего убавления. С третьего ряда начинаем убавлять петли в полосах, как в первой, так и во второй полосе. И одновременно во второй полосе заканчиваем вывязывать наш центральный элемент из перекрещенных петель. В начале полосы убавляем петли 2 вместе с наклоном влево и в конце 2 петли с наклоном вправо. Итак, разворачиваю петли к себе левой стеночкой и за правую стенку провязываю 2 вместе. Далее у меня 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И последние 2 петли я провязываю за правые стеночки, подхватила снизу и провязала. То есть 2 петли вместе с наклоном вправо. Изнаночная петля. И переходим ко второй полосе. Также первые 2 петли я разворачиваю и провязываю их за правые стеночки. 2 вместе с наклоном влево. Дальше 1 лицевая. И здесь уже я делаю 1, 2, 3. 3 перекрещивания 2 петель с наклоном влево. То есть дальше я вяжу по схеме узора. 1 перекрестила, 2 раз 2 петли перекрестила и 3 раз. 3 пары петель мы перекрестили, провязываем 1 лицевую, 2 петли с наклоном вправо. Провязала изнаночную. Все, раппорт узора у нас закончился. В первой полосе мы убавили 2 петли и во второй полосе убавили 2 петли. И так вяжем до конца ряда. Четвертый ряд убавок, так как он у нас четный, то мы провязываем в первой полосе все петли лицевые. Это у нас 10 петель. И изнаночная. Во второй полосе провязываем по схеме узора. То есть в прошлом ряду у нас в предыдущем было 3 пары по 2 петли с наклоном, петли с наклоном влево. Сейчас у нас будет 2 пары. Так, провязываем 3 лицевых. 1, 2, 3. И провязываем 2 пары петель с наклоном влево. Так, 1 пара и 2 пара. Все. И дальше 3 лицевых петли. 1, 2, 3, изнаночная петля. Все. И так продолжаем до конца ряда. В первой полосе все петли провязываем лицевыми, изнаночная. Во второй полосе 3 лицевых, 2 пары петель с наклоном влево, 3 лицевых, изнаночная. Пятый ряд убавок. В полосе в первой убавляем петли в начале и в конце ряда по 2 петли. Итак, разворачиваем петли.
левой стеночкой к себе и за правую провязываем. Затем 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых петель. И последние 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо. Изнаночная. Следующая полоса. Первые 2 петли провязываем вместе с наклоном влево. 2 лицевых. Делаем одно перекрещивание 2 петель с наклоном влево. Это у нас с вами последнее перекрещивание 2 петель. Все. Далее 2 лицевых. 1, 2 и 2 петли вместе с наклоном вправо. Изнаночная. Все. И так вяжем до конца ряда. В следующем, в 6-м ряду все петли провязываем так, как они у нас лежат. Лицевые вяжем лицевыми, изнаночные вяжем изнаночной. Так, девочки, все, закончили мы вывязывать основной элемент, вот этот центральный из вытянутых, вернее, перекрещенных петель. Вытянутых, хотела сказать, очень похоже на вытянутые. Так, и дальше начинаем делать в наших полосах убавление в начале полосы и в конце полосы. В первой полосе и то же самое во второй полосе. Вот один ряд мы с вами сейчас, вернее, один раппорт провяжем. Итак, в начале полосы разворачиваю 2 петли, провязываю вместе с наклоном влево. Затем 1, 2, 3, 4 лицевых. И последние 2 петли провязываю с наклоном вправо. Изнаночная. И во второй полосе то же самое. 2 петли разворачиваю в начале полосы. Провязываю их за правую стеночку. Затем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 2 последних петли лицевых провязываю вместе с наклоном вправо. Изнаночная петля. Все. И вот видите, вот таким вот образом у нас идут убавки. Вот так, да. И вот так мы их сейчас будем лепесточком убавлять. Все, дальше продолжаем до конца ряда. В следующем 8-м ряду вяжем все петли по рисунку. Лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. И таким образом мы с вами формируем макушечку. Дальше убавляя петли. В 7-м мы убавили сейчас. Затем 8-й вяжем по рисунку. В 9-м убавляем. В 10-м вяжем по рисунку. В 11-м убавляем. В 12-м вяжем по рисунку. Девочки, провязала я 12 рядов. У меня осталось тут сколько? 24, да, по-моему, петли. Да, вот сформировались вот такие у меня лепесточки. И от лепесточков осталось по 2 петли плюс 1 изнаночная. И сейчас в 13-м ряду мы соединим наши лепесточки. Вернее, 2 половинки, 2 стороны нашего лепесточка. Вот у нас осталось 2 петли. Мы провязываем их вместе. Это будет у нас последний ряд убавлений. Вот, все, провязываем их вместе. Изнаночная. И следующие 2 петли. Вот наш лепесточек. И 2 петли провязываем вместе с наклоном влево, да? Все. И так вяжем до конца ряда. И следующий ряд провяжем просто петли. И уже будем стягивать макушечку. Провязали последний ряд, обрезали ниточку, оставили кончик 15-20 сантиметров, вдеваем в иголочку нить и переснимаем все петли со спицы. Итак, у нас осталось 16 петель. Вот макушечку я всегда вот предпочитаю вязать
методом Magic Loop. Мне так удобно. Кому неудобно, девочки, берем чулочные спицы и делим на 4 спицы, либо на 3. Смотрите, как вам удобно. Ну, здесь, так как у нас раппорт узора, я думаю, что здесь удобнее будет взять все-таки 4 спицы. Так, ну все. И вот последние у меня 4 петли осталось. Переснимаю, затягиваю. И посмотрите, какая у нас красивая получилась макушка. Прям шикарно, да? Вот такие лепесточки. Вот лепесточки. И вот прям звезда, да? Как в Инстаграме сейчас распространенная песня. Вставляют везде, ну какова красота. Так, все, девочки, подтянули. Вот здесь ниточку сильно не тянем и пропускаем через вот эти петли, которые мы сейчас сняли, продевали, вернее, через которые иголочку. И тем самым мы вот так вот с вами, смотрите, все, закрыли вот эту вот дырочку. Выводим на изнаночную сторону, закрепляем по изнаночной стороне. Все, пачка готова. Все, отвязали. Теперь проводим влажно-тепловую обработку. Вот так у нас получился вот такой узорчик интересный. Все. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, данный мастер-класс оказался для вас полезен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, включайте уведомления, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем веселых петелек, дружных спиц. Вяжите с любовью, носите с удовольствием. Пока-пока. До новых встреч.